После 3 дней так называемого судебного разбирательства был вынесен приговор журналисткам независимого телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой. За стрим с акцией в память Романа Бондаренко на площади Перемен 15 ноября девушкам присудили 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Их обвинили в организации грубого нарушения массового беспорядка. Мол, своей работой они создавали массовость протеста, чтобы противостоять сотрудникам милиции, что якобы привело к остановке 19 маршрутов общественного транспорта. Важно отметить, что экспертиза не нашла в работе журналисток никаких призывов к противоправным действиям. Свидетели обвинения также не подтвердили, что именно действия Андреевой и Чульцовой стали причиной массового сбора людей. Кроме того, в момент акции в Минске был отключен мобильный интернет, а это значит, что участники митинга не имели возможности видеть онлайн-трансляцию. Однако суд такие доводы не убедили, и девушки все же отправятся за решетку. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Романа Бондаренко. Генпрокуратуре понадобилось 3 месяца, чтобы, наконец, начать расследовать это дело. Однако не стоит радоваться раньше времени. В пресс-службе прокуратуры уже заявили, мол, причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману телесных повреждений не установлена. Стоит только догадываться, каким будет это расследование и кто понесет наказание. Так как причастные к убийству молодого художника уже давно были идентифицированы, однако арестовывать настоящих преступников никто не спешит. Кроме этого, за решеткой до сих пор находится врач больничной скорой медицинской помощи Артем Сорокин, который передал в СМИ реальные данные анализов Романа с 0 промилле алкоголя. Как и журналистка Тутбай Екатерина Борисевич, которая писала статью о случившемся. Завтра, кстати, в 10 часов утра в Доме правосудия начнется первое слушание по их делу. МВД Беларуси создала специальную базу под названием «Беспорядки», куда вносят данные всех задержанных на протестах. Об этом стало известно инициативе «Байпол». Для работы с такой базой даже открыли специальные рабочие места. И все это за наши с вами налоги. Напомню, что совсем недавно в сети появилась запись замглавы МВД Николая Карпенкова, на которой он также упоминает некую базу данных. Мол, тот, кто попадет в нее повторно, будет отправлен в специальный лагерь для протестующих. Для них будет создано 2 помещения, в одном из которых, цитата, «острокопытные будут питаться, а во втором работать, а по периметру отселения будет проложена колючая проволока». Видимо, в МВД всерьез занялись реализацией идеи по уничтожению неугодных белорусов по принципу Северной Кореи. За январь месяц чистый убыток на Могилевском вагоностроительном заводе составил более 800 тысяч рублей. В связи с чем работникам отменили премии, а чтобы те не расслаблялись, часть зарплаты рабочих решили забрать в некий фонд мира. Как говорится, добровольно-принудительно. Примечательно, что в интернете информации про данный фонд очень мало. Есть главный сайт и несколько статей о том, что подобными поборами провластная организация занимается очень часто. То через детей в школах, то через заводчан на предприятиях. На сайте фонда также указано, что, кроме всего прочего, он занимается сбором средств, внимания, пострадавшим от насилия в мирных акциях. Интересно, что никакой отчетности о помощи нигде нет. В общем, прежде чем добровольно отдавать часть своей зарплаты в мутные фонды, проверяйте, не помогаете ли вы тем самым режиму нелегитимного. Оказался не в том месте и не в то время. Избитого ОМОНом жителя Солигорска осудили на 1,5 года колонии общего режима. Работника Беларуськали Александра Караченю обвинили в том, что он 9 августа якобы нецензурно оскорбил и ударил по голове 2 сотрудников милиции, которые хотели отвезти его в отделение. Однако представленные на суде видеозаписи подтвердили обратное. На них видно, что задержанный спокойно сидел на скамейке, когда к нему подбежали сотрудники ОМОНа и начали избивать дубинками. Свидетельница тоже подтвердила данную версию, добавив, что Караченья кричал о помощи. Кроме тюремного срока, мужчина должен выплатить по 2000 рублей каждому потерпевшему сотруднику. Эта история очень напомнила актера гродненской милиции, который во время пикета в поддержку Сергея Тихановского каким-то чудным образом получил ушиб передней брюшной стенки, хотя на кадрах было четко видно, что его никто не бил. Можете показать, как вы упали? Так. Не. И вот так я лежал.
1 год и 8 месяцев и более 5000 долларов в сумме. Так закончился вчера суд над задержанными 13 февраля участниками концерта группы РСП. Всего судили 59 человек, в результате чего 44 из них получили по 15 суток ареста, а остальные обязаны заплатить штраф в размере 30 базовых величин. Причем за решетку попали чуть ли не целые семьи. Напомним, что ранее в МВД данный концерт назвали сборищем активистов деструктивных телеграм-каналов. В общем, в Беларуси, если тебя посадили, то, скорее всего, ты все делал правильно. Светлана Тихановская вошла в рейтинг из 100 лидеров, формирующих будущее в разных сферах деятельности по версии американского журнала Time. В этот список ее внес глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который считает, что Тихановская – пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Это поистине значимое событие, потому что, начиная с 1999 года, никто из представителей постсоветского пространства не попадал в список 100 персон года. Напомним, что ранее Светлана Тихановская была удостоена премии Сахарова, премии Свободы, а также вошла в список 100 самых вдохновляющих влиятельных женщин мира по версии BBC. И это все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт zubr.media, где вы сможете найти еще больше информации о происходящем в Беларуси. До встречи завтра и живи Беларусь!